Привет, друзья! Сегодня мы будем играть в Alan Wake 2. Я даже сам еще не играл толком, не смотрел. Ну, не в курсе, что за игра. Ну не, я в курсе, что за игра. Я первую часть играл, я в Control играл, и я очень ждал, на самом деле, вторую часть Алана Вейка. Я прошел в прошлом году Alan Wake ремастер. Очень захотел поиграть снова. Ну, как-то только более современно. И выходит вторая часть. Я прошел Control, DLC Controlся, DLC к Alan в American Nightmares не играл. Ну, играл, но так не проходил, не увлек. Там, то есть, ну, просто бегаешь, гринделка такая, в большей части. Нету вот этого сюжета, то есть... Как по первой части, помню, ну, это не такой хоррор был, да, это был больше... Ну, шутер, да, на то время. Ну, маленький был, мне было страшно. Вот, 2010 года, мне было 9 лет. Вот, я поиграл чуть-чуть и такой, типа, не, оставлю. Вот. И сейчас дошли руки. Чтобы, ну... пройти это. Новая игра. Так, ну я пуська, тут говорят очень страшная хоррорная игра, мы будем давайте в историю играть, именно сюжет интересный. Алана Вейка, этого озера Лейк. Кофеек себе заварил, налил, растворил с молочком. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Мурашками обдало. Весь. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. А чё, прям так? О, жуть. Озеро Лейк это. Блин, я весь в мурашках. Музыка громкая очень. Сейчас я чуть-чуть ее подубавлю. Ну я и так ее вот убавил, но нельзя сильно убавлять, потому что она музыка, она создает этот саспенс. Ух ты же, ё-моё. Не, ну еще. Блин, ну это жопа. Лица мы не видим. Can you hear me? Whoa. What's wrong with you? Come on, Ed. We should go. Наверное,
Already gone. Одно из этих существ, ну, наверное. Тьмой пораженное просто. Сейчас узнаем. Водички попью. А то скример вылезет. Я пролью все. Жив. Вот об этом я и говорил. Вот я бы пролил. Вот. Видно. А мы, наверное, это доктор. Да не, он там постройнее был. А, ну и он в контроле. Блин. Быстрый бег. Ух ты ж. Не прыгнется. Дождик. Ой, вот эти их голоса. Даже в первой части страшно было, когда они так говорили. It's not lake. It's ocean. Вот Алан Вейк так говорил в конце первой части. Ой, нам на свет надо. Ой-ой-ой. Мужик. Не надо. Ну не надо. Ой-ой-ой. Все, дядька. Дядьки, походу, конец. Хоть бы нет, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Как плотно зарезали. Сердце достает. What the fuck? Run! Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что с дядькой сделали, блядь? Ни за что, ни про что мужичок шел. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you?
This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Night Mom, Springs. it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Макс Пейн слева сидит. Первая часть. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. Блин. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. О, как в Control сделали. Классно. Ну, Control тоже графика, конечно, бомбовая. Тут графика хорошая. Это я на средних. Before we get swallowed up by the trees. You're the one who wanted to switch. I think I... Карта. Прогрузилась. А, ну чё? Ковка. Темные коттеджи, магазин. Тут сюда шли. Да, сейчас мы этого дядьку будем даже трогать. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty
Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. Брайант Фоллс. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Помощник такой. Интересно. Привет, парень. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Обители разума. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Так, ну давайте. В окрестностях Брайант Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Ага. Вот это улики какие-то. Метод убийства, Дид. 26 жертв. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Тед Лейн, стоматолог, которые... колотые раны. Запястье. О пропаже жертвы заявили в 2010 году. В 2012 году тело нашли в неглубокой могиле. Венди Дэвис, учительница. Тело раздуто. Обширная рана грудной клетки. Труп обнаружили в озере Колдрон в 2018-м. Кое-какие органы отсутствовали. Рыбы пострадали. Судя по состоянию тела, оно не могло провести 8 лет в воде. Так, Венди Дэвис, Венди не помню. Перси Вульф, хозяин магазина. Татуировки, это, кстати, хозяин. Стоп, стоматолог и вот этот дядька, это хозяин магазина, это были боссы в первой части, по-моему. Обнаружено 2 недели назад. Причина смерти — рана грудной клетки на теле не разобрана. Места убийства. Детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Синяки на запястьях и ногах. На 2 убитых видны синяки, жертв связывали ремнями. Глубокая рана в груди. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки. Совпадает с убийцей в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Все тела раздуты. Труп побывал в воде. Вот почему его так раздуло? Только одну жертву обнаружили в водоеме. Портрет убийцы. Подсмертные татуировки. 3-й жертвы испещрено татуировками. Убийца пытается что-то сказать. Или в ком-то просто умер художник. Жертвы обладают схожими особенностями. Кроме года исчезновения, между ними нет ничего общего. То есть 2010 пали. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Спортсмен или охотник. Ну, как-то так, родной. I see you're already hard at work, Anderson.
Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Чё у меня еще не карта есть? Вот он. Помещенец. Секунду. Легким бегом. Трусой. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Добряк. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Ah. На Е фонарик у нас. На F взаимодействие. Давайте почитаем. Миррор Пик. Могучая гора вдали. Ничто иное, как Миррор Пик. Культовая. Достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будто будет отражать глади озера во всей своей перевернутой красе. Ну, кстати, неплохо. Ага, что-то не туда он масштабирует. Ну-ка, так-то. Привет, Привет. Федеральное бюро. Контроля, конечно, но бюро. Кто понял, тот понял. А тут дорога какая-то. Ну-ка, стой, Клэнси. Браун. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ой-ой-ой. Итак, вот мапа. Может, домиков нет? Да не, в принципе, чего мы получить быстро доступ к карте не за моим картом. Не, пошли, Клэнси. Нормально. Чем мы тут шлындать будем? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Что есть? Нет, капельки. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. General Store. Together at the murder site. I did not want to swap. No, still not getting it. Try explaining it one more time. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. А, нет, это не тот магазин, о котором я думал. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Ссылка у него. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders?
Ну-ка, смотри. Step 1. Examine the corpse. О, как чуть. А во. Body is positioned on the table. Ritualistic. Так, вот изображение. Поместить его на доску зацепа победителя разума. Давай. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Давай. Еще одно тело было найдено в лесу неподалеку от Брайт-Фоллс. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это преступление с убийцами, которых мы расследуем. С убийствами. Подедается. Так. А, это ее. Теперь вот это, не ее. Чтобы собрать. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Я не понял. Блять, а как это сделать? Что пока хуй знает. Keep trying. Ау. Жертва была жива, когда ее связывали, совпадая за... Как, блядь, что я сделал? Ugh. Ну вот, блядь, где? А, ну вот на это надо было двигать. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about.
Улики помогли найти ответ на открытые вопросы, формировали умозаключения по мере расследования, далее будут появляться новые вопросы. Ну, вот так. Жертва убийца. Совпадает с предметами. Почерк тот же, но там что-то помешало. Возможно, в этот раз удастся обнаружить новые зацепки. Вот. Подать предыдущему убийцу, сердце вынули, оставили. Спугнули. Жертва. Кто такая жертва? Убийца. Найти улик по убийце. Но это мы сейчас все найдем. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Чё фея и Библия? Давай, доска зацепок. Слишком много следов, скорее всего, убийца был не один. Was he killed here or brought here after? For display? Сколько компакт. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Буду. Ага, понял. Про запас. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Путался, выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Ой. Помой руки. I'll be back in a second. Roger. A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Все в этих знак. Помой. Говорят, что озеро это... То есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещине. Но что, если это не так? Что, если это творение не природы, а рук человека и не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали создали с определенной целью. Озеро — это тайник под водной гладью. Скрытый секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в том большом доме у озера. Готовятся, не пойму к чему. Я-то знаю. Так, а фоточки? Фоточки. Ну, охотник какая-то. Читовойнич. Trust me. I've been doing some deep research online.
And I know how to keep confidential matters, confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably trained to joke about it, right? To deflect? Hide the truth from the average Joe? Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ладно, не двигается, если не так. Чё? Пока не понял. Предыдущий последний раз его видели убрать пост 13 минут назад. Никто ничего не знает. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Звук, кто подписывается, по всей видимости. Вроде 91 подписчик уже. Так, да, Чечня, разное. Мобильно светило. Так, Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Так, ну и чё мне? Опа, пушка появилась. Ладно. Даниил. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Стоп, Найтингейл. Вот и вздутие. Точно, блядь. Он охотился за Вейком, он его вот это стрелял по нему, потом ему говорят, вас отстраняют. Точно. Дурачок этот. Ну все, добаловался. Все добаловался. И он во тьму попал. Тьма его заэтовала. Я так понимаю, он через 13 лет в озере просто такой. Hello. Cool. Ладно, уже другая история.
Чем вы требуется? Об убийце. Я вроде знаю. Убийство. Фронт пульта, блядь. Я что? Битва экстрасенсов, давайте, блядь. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Пикник-арена. Locked. They really don't want people coming in here. Тоже, да, заперто будет. А нам тут какой-то кодовый замок. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Ага, спасибо, папаш. Интерком заигнорил нас. Nice talking to you, too. Комбудак. Топайор. Так, а чё мы сундук? Куда ключ нужен от него или как? Или что? А! Вот ты изи, блядь, все понял. Помою руки, курица, морозилка и сон. Ой, блядь. Курица, морозилка и сон. Помой руки. Помой руки. Ага. Курица из морозилки. Ага. Сон. Ага. Так. Блять, еще раз. Вверх-вниз. Вниз-вверх. И лево-право. Вверх-вниз, вниз-вверх, лево-право. Вот вверх-вниз. Вниз-вверх. Лево-право. Че, с голосов замки, да? Всё. Что, блядь? Как? Нет, нет. Что, нет, блядь? Что это, блядь? Так, нахуй. Он сейчас, блядь, такой Hey, скандал. Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Где он спит-то, блядь? Дома? Ой, дома. Кровать. Сука. Правильно. Правильно. Там правильно. Ну, в обратном порядке потом.
Что нажать? Ебать интуитивно, конечно, на. Что мне, сука, нажать, чтобы это... А, сейчас посмотрим. Что нажать, блядь? Нет, тут пароли и коды. Мне пароли и коды нахуй не нужны, я их сам знаю. Я чё, блядь, что-то не... ничего. Стоп, ну-ка. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in Я the дебил. forest. Я дебил. Я дебил, прошу прощения. Не в душ же сходите, Рут. Ну тут троны. Или ты наедине с деревьями, руки прочь. Не найду. Ули как? Или чё, или где? Did you get lost, Anderson? Кто заблудилась? Хули делать-то? Помни. Как я про убийцу-то разузнаю? Позвоню. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Вы пойми, куда она лежит. Лапочно. Опа. Опа. А вот чтиво появилось криминальное. Но для чайников полное руководство по наблюдению за неопознанными летающими объектами. Запишу на случай, если все повторится, и память снова подведет меня. Меня снова посетило это чувство, накатило 1:45 ночи. Я только уговорил бутылочку Ахмат на крыльце трейлера. Я забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за... Сильно ботанул. На небе было полно звезд, а вот луна не удосужилась показаться. Как ожидалось, чувство вело меня мимо Брайтфоллс, к озеру Колдрон. Я пытался найти верное место, верную эмоцию, мысль, сочетание этого всего, чтобы получилось то самое. Трясся от мысли, что оно может случиться, а оно все не происходило. Той ночью не происходило. Ну и успокаивало одновременно. Я посмотрел на небо в поисках форм, объектов. Безрезультатно. Но потом я дважды моргнул и заметил стремительно тающие очертания восьмигранника. Я собрался было уезжать, но тут почуял, что кто-то следит за мной. Кто-то был рядом. Но не рядом. Вот такая хуйня. Он, точно он. Интересно, он знает, что я иду по его следу. Я не зря приехал в Брайтфоллс. Короче, просто бредник сумасшедшего. Ай-яй-яй. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox?
Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Любишь вязаные вещи, героиня? Я попросила их сделать специально для тебя. Фрагменты рукописи, а вот это фрагменты рукописи. Я могу? А, я взяла. Чего? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Так. Ой, есть. Мне нравится. Кстати, рядом с кемпингом на озере. Если внутри говорится о вязании вещей, ценны для меня. Откуда ее? Автор знает, что я люблю вязать. Может, это просто совпадение. А может и нет. Я нашел странный лэшбокс. Наглядеть оба, может попадутся еще. Fallout Shelters. Ой, нет, нет. А, ну ёбана, понял. Какими-то, блять, кругами шароебни. Хрена. Я тут не залезу, но... Угу. Пуюшки. Понял, понял. Да нет, все-таки залезу. Did you get lost, Anderson? Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Сейчас я подумаю. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Несколько нападов оставили после себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно. Ну и бардак. Их прервали или они особо и не старались. Обильные брызги крови на столе. Ну и вот на будущее. Выглядит новым. Убийцы принесли, чтобы снять все на камеру. Знав фильм. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now?
Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Я пока преступники по ожиданию жертвы снаряжения было при себе, убийство было спланировано. Но что здесь забыл Найтгейл? If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. This mug always cheers me up. Нормально. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. А вот этот стал, кстати, емкостью-то, доктор. Контрол можно посмотреть. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Или как? А, вот. Где он был, это вообще хороший вопрос. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Черпак ведьмы. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрум получило свое название из-за похожего... Блять. Название из-за похожего на котел. С этим связано немало загадочных историй. Например, его считают
проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле была уть. Ну, кстати, да. Это женщина в черном. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое и назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, что личиком. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере. Затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. А вот, сердца нет ее, но дырка, блядь. Это эта фотка мордосуйка есть же. А вот, нихуя себе. Вот это я. There's a piece of paper on the ground. Что лист бумаги-то почитаем, не? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. А когда они бессмыслицы? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Let's see. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest.
I must find out what. Имба. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Слишком мало зацепок, бессмыслица, неверные вопросы. Да это от озера Колдрон. След остыл. Тема пришел с озером. Сейчас 15 лет. Следы начинались под камнем. Без валун это невозможно. Раскладывались в посланиях. Кто-то затеял игру. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do... what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. You made it back. I need the next Good. chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. В принципе, Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. электростанция. Не, нифига, так для кайфа. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Да, забежим. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it.
Самые редкие и дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Наконец-то я добрался до озера Колдрон. Перелезать через забор не проблема, если иметь собственное снаряжение и навыки, на чем я, к счастью, собаку съел. Следующий шаг — найти редкого и неуловимого желтоголового королькового пивуна. Время года для него неподходящее, но может повезет на чему улетит в теплые страны. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены и сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищных птиц пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки. Вот. Их трудно разобрать, но я начинаю беспокоиться. Боюсь, здесь придется поискать другое место. Звуки становятся все ближе. Отошел от берега. Растительность здесь умопомрачительная. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Заинтересовал прекрасный экземпляр клена завитого. Просто полюбуйтесь, как живописно с него свисают долихоусния длинношея. Ёб твою мать. Вот поэтому я и предпочитаю деревья людям. Кстати, о людях. Видел какого-то пьяного лесу, ведущего себя странно. Может, это не алкоголь, а наркотики. Решил не приближаться к нему, пожалуй. Надо найти другую точку для наблюдения. Как неприятно. После столкновения с тем ненормальным, снова сменил точку для наблюдения. Немного поднялся по склону, отыскал местечко, откуда открывается вид, и разбил лагерь. Надеюсь, здесь найдется перловник шиповидный. Собака енотовидная. Она енота видела. Инвазионный вид. Но растение съедобное, притом весьма вкусное. Последние минут 10 слышал волков или диких собак. Звук какой-то странный. А бешенство. Надо бы уходить отсюда. Но солнце скоро сядет, и этот дурацкий телефон совсем разрядился. Забьюсь в палатку и буду надеяться, что они пройдут мимо. С этим местом что-то сильно не так. Ну как-то так пока. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Кстати, в первой части даже за рулем можно было ездить, помнится. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Что-то со звуком. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Город прикольный. Так, ну на этом пока. The diner's just up the waterfront. Закончим. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Да, ребят. Пока как-то так. В следующем выпуске будет.